Помните, был фильм такой, значит, там инопланетяне слепые, на звук реагировали, нужно было себя вести тихо. Ну да, «Тихое место» назывался. Пару лет назад вышел. А что вы скажете, если узнаете, что еще один фильм про тишину инопланетян был снят 2 годами ранее? Правда, слоган намекает на немного другое, да и описание больше подходит под «Судную ночь» или же даже под «Не дыши». Да и называется еще он «Тихий час» и идет в 1,5 раза больше, чем заявленного названия. Ну да ладно, давайте я не буду распинаться, а просто познакомлю вас с сием творением. Кто они? Откуда появились? Зачем бурят целый день? Фильм открылся достаточно стандартным клише. Нам известно только то, что после их прибытия 2 часа тишины в день. Это все, что у нас есть. Но фильм называется «Тихий час», а не «Часы». И встает вопрос. А какого хрена? Ладно, давайте лучше по персонажам. Это Сара, а это ее брат. И, если верить Кинопоиску, зовут его Том Коннелли. Не понимаю, почему только этот персонаж удостоен фамилии. Ну да неважно. А это их умерший батя. По ночам брательник занимается поиском радиоволн с сигналами выживших. И, как мы знаем из описания, Том слепой. Почему же он переводит ценный продукт? А сейчас у нас света нету в доме. И поэтому я зажег свечку. Но иногда он находит следы цивилизации. Выключи. Почему? Потому что меня это пугает, ясно? Инопланетные живности по расписанию отправляются чилить, и наша героиня выходит выгуливать козу, не забыв оповестить брата о важном. Если будешь выходить, не забудь закрыть за собой дверь, хорошо? Но буквально через сцену брат заявляет. Мне вообще похуй, даже дверь открыта. Ну и пока Том чилит на улице, в хату ожидаемо пробирается крыса. Почему крыса? Да потому что первым делом он жрет их хавку. По возвращении Том никого не замечает и садится записывать свой очередной хит. Это Том Коннелли. Играет для вас. Папа? Папа. Ах да, Том не знает про смерть отца, но тут и сестра справляется с обороной дома самостоятельно, и вполне неплохо. Он ранен. Куда? В ногу. Ты хочешь обработать ему ногу? Не стоит. Он крал нашу еду. Брат не особо тревожится за крысу. Держи фонарь ближе. В момент злобы на брата за открытую дверь можно было бы иначе выразиться. Например, «смотри, куда светишь». Смысл реплики не поменяется. Узнаем, что думает папа, когда вернется. У меня был знакомый по типу Тома, тоже всегда говорил эту фразу. И вот, прошло 20 лет, и ничего не поменялось. Фраза до сих пор актуальна для него. Это, наверное, папа. Один в один. Но по рации оказывается не папа, а тетка, которая объявляет о начале судной ночи, и которая жалуется о том, что ее добыча сбежала. 10 минут. Иначе больной страшный волк постучит в твою И дверь. если вы не знали, то... Если не выдадите его, мы выпустим зверя на него и на вас. Но к этому моменту крыса уже очухивается и пытается быть убедительным. Поверьте мне, это плохие люди. Развяжите меня, и я помогу защитить ваш дом. Замолчи. Очевидно, что ему не верят. Да перестань, разве не видишь, что я ранен? Это мог быть несчастный случай. Ранил сам себя. Но тут я уже вынужден заступаться за крысу. Он же все-таки не Нобелевский лауреат по литературе. Но все доводы игнорируются. Нет. Что ты делаешь? Затыкаю его. Дай ему сказать, Сара. Замолчи. Знаете, обидно за пацана. Он и так не видит, а теперь его и затыкают еще. Я пойду наверх. Ну и, короче, начинается нападение. Дивуля не справляется, а Том развязывает крысу. Ну и мало того, что в дверь не постучали, как было обещано, так еще и волк оказался хряком. Это не разбойники, а насрано. Я извиняюсь, конечно. Вылетают Чупакабра и Зулия, и все устаканивается на неопределенное время. Именно неопределенное, ибо часов в кадре нет, какие 2 часа тишины, во сколько их ждать.
По идее утром, но сейчас же вечер, или утро, или что сейчас? Окей, ладно. Крыса рассказывает историю о том, как его запасы и семья были уничтожены этими разбийниками, и как позже он убил брата шляпной женщины. Но человек, который сам освободил крысу от веревок, и чья сестра была спасена благодаря этому, сомневается. Откуда ты знаешь, что он не придумал эту историю, чтобы ты его пожалела? Он был на фотографии, которую показал тебе. Может, он прикидывается хорошим, пока не разберется с теми, кто снаружи. Хотя, признаюсь честно, в этом есть здравое зерно. Как ты можешь судить о нем так жестко, когда даже его не видел? Думаю, поживем-увидим, здесь было бы уместнее. Что ты сделала с телом моего мужа? Ты опять выходишь на связь, мудила. Шляпница хочет по-христиански похоронить хряка и уйти в закат. Я скоро вернусь, хорошо? Они таки вытаскивают мужика на улицу. И вы гляньте, он отдал ружье слепому. Еще бы фотоаппарат подарил. Черт. Ну и да, разбийники очень даже по-христиански хоронят мужика и уезжают. Хотя со стороны могло показаться, что они собрались на пикник. За ужином поднимаются высокие темы о том, да кто такие эти ваши пришельцы. Или, может быть, им просто плевать на нас. Что делает нас особеннее муравьев? Да, но у них нет сожалений, нет мечтаний, нет надежд. А может быть, есть. А может, пошел ты? Ну а потом бедного парня уламывают на мелодию, под которую Крысюк глазами домогается до Сары. И знаете, кто-то может сказать, что долгое время без полового партнера, как в жизни, все дела. Но я могу ответить на это лишь одно. Я не люблю фильмы Жоры Крыжовникова. Ну а ночью нас ожидает диалог в комнате Сары, который можно описать 4 фразами. У меня жену и ребенка убили. А у меня батя сдох недавно. Хуйбуш. Давай. Нет, серьезно, это отвратительная сцена. Предыдущие 50 минут фильма не были настолько отвратными, но именно после этого момента начинается падение данной картины. Утром Том выходит на могилу матери и обнаруживает новую. Быстро сообразив, что к чему, бессмысленно шурует в лес, где успешно похищается. Сестра обнаруживает пропажу и отправляется со своим новоиспеченным любовником на поиски. В ходе поиска они натыкаются на пепелище, оставленное после христианских похорон, которое свидетельствует о том, что разбийники сожгли чучело, а не тело. Потом они добегают до какого-то ангара, кладут несколько кончей и находят Тома. Том. Дурак. Ну и появляется шляпница, кладет Крысюка, после чего нас ждет очередная увлекательнейшая беседа. А ты убила его жену. Нет. Мы не смогли договориться. Из-за того, что не слушал, мой муж был убит. Он пытался меня Ну и изнасиловать. после очень убедительных доказательств шляпница решает вознестись на небеса. Ну или даже телепортнуться, 21 век на дворе все-таки. Крысюк кончился. А на утро хотят кончиться уже оставшиеся персонажи этой картины, но вдруг... Погоди. Возможно, нам стоит подождать. Ну, они и ждут, дозакапывая какие-то остатки памяти, а улей решает разрушиться. Признаюсь честно, во время первого просмотра я видел достаточно мало трактовок этой картины, ибо ожидал совершенно другого фильма, так как не прочитал описание. И очевидно, фильм мне скорее не понравился. После же второго просмотра передо мной открылось так много концовок, что мое мнение изменилось. Фильм мне теперь точно не нравится. В этом ролике должен был быть сегмент с поиском глубинных смыслов, однако в этом фильме напихано так много всего, что любая трактовка будет верной. Этим он и плох. Более того, он похож на затянутую до нельзя короткометражку. Наверное, несправедливо докапываться до артхаусного кино, но сейчас я все-таки встану на его защиту. Знаете, есть такая компания, они еще и кино снимают, и продюсируют, да неважно. В общем, у этой компании есть много полнометражных фильмов. И один из них — это «Бремя». И возникает вопрос, чем это лучше этого? Почему так все плохо по оценкам у того же «Тихого часа»? Как по мне, между этими фильмами разница невелика. Неужели рука той самой компании? Да, я сейчас поднимаю вполне избитый вопрос, но он важен в рамках оценивания обозреваемой картины. И поэтому хочу заявить следующее. Фильм мне не понравился, но это не значит, что он не имеет своего зрителя. Вероятно, он просто до него не дошел.
Поэтому, если вам нравятся затянутые картины или у вас СПГС, то этот фильм вам зайдет. Еще одно качество «Тихого часа» — это отсылки. В нем полно отсылок, что свойственно для подобного жанра. Не знаю, хорошо это в данном случае или плохо. И опять-таки, возможно, стоило его разбирать по частям и предоставлять трактовки, но это достаточно муторно, да и дело вполне неблагодарное. Но не исключено, что этим, возможно, позже я займусь. Ну что ж, с вами был Крипл Пик. Подписывайтесь на нас в ВК и фоловьте нас в телеге. Ставьте лайки. Не забывайте и на канал подписываться. Собственно, все. Пока. Всем привет. До свидания. Сладких снов. Тихий час. Я не знаю, чем закончить.